Очередной невыполнимый челлендж от подписчиков. Можно ли сделать так, что ваш танк не смогут поджечь? На что способен новый танк 10 уровня, который продавался на черном рынке? Эти и другие не менее интересные эксперименты ждут вас в этом выпуске. Друзья, мы как обычно разыграем в конце этого ролика 15 тысяч голды за подписку. А если вы хотите принять участие, то, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте палец вверх под этим роликом. Ну и в комментариях указывайте свой игровой никнейм. Напоминаю, если вы наберете 7000 лайков оперативно, то новый выпуск не заставит себя долго ждать. Поэтому, как говорится, все в ваших руках. Ну а сейчас запрыгиваем в тот самый поезд Вотхаба и отправляемся в страну разрушителей. Не переключайтесь. Начнем сегодняшний выпуск с челленджа от подписчика. По условию мы должны сделать следующее. В рандоме уничтожить танк противника из-за угла рикошетом о башню союзника. Ну вы понимаете, индийские фильмы на самом деле отдыхают. Я уже предчувствую примерно 10 часов потных боев. Хотя есть у меня несколько идей на этот счет. Не переживайте, условия этого эксперимента мы менять не будем. Мы просто зайдем поздней ночью на тестовый сервер, сядем на мелкие танки и нажмем кнопку в бой. Звучит как-то незаконно и попахивает подставухой, но все только в пределах челленджа. Спустя несколько попыток нам все же удалось попасть на один сервак с нашими помощниками и целой кучей ботов. Дело остается за малым. Уничтожаем ботов и приступаем к челленджу. Ставим шотный танк за угол и смотрим. Несколько выстрелов спустя мишень уничтожается, а значит задание выполнено. А теперь вот чисто ради науки. Расстреляем еще одного. Ребят, поздравляю, теперь вы знаете, как на самом деле нужно использовать своих союзников в бою. А вот теперь скажите мне, как вам такой эксперимент? Надеюсь, он вам понравился. А что если сделать целую отдельную рубрику, где вы будете присылать нам свои челленджи, а мы будем их пытаться выполнять? Если мы их не выполним, то, например, вам 10 тысяч голды. Ну то есть вы присылаете челлендж, мы пробуем его выполнить, у нас не получается, и вы получаете 10 тысяч голды. Мне кажется, за этим было бы интересно понаблюдать. В общем, все будет зависеть от того, какие челленджи вы сможете нам прислать. В описании под этим роликом есть ссылка на нашу группу ВКонтакте, либо на телеграм-канал. Присылайте туда свои идеи для новых выпусков «Разрушителей мифов», а также свои крутые и интересные челленджи. Мало ли, ваша фантазия настолько бурная, что вы с легкостью сможете урвать 10 тысяч голды. Только не забывайте указать свой игровой никнейм. В последнее время биткоин показывает какой-то нереальный рост в цене, и это влечет за собой некие последствия. Особенно такие изменения касаются настоящих любителей гейминга, да или просто ребят, которые работают на компьютере. Сейчас собрать новый ПК или обновить видеокарту на старом просто невозможно. Либо, будьте любезны, заплатите вдвойне, а то и втройне. Но вряд ли вы готовы переплачивать из-за какого-то там биткоина. Я прав или нет? Если это так, то у меня для вас есть прекрасная новость. Сервис GFN.ru позволяет играть во что угодно, где угодно, как угодно и сколько угодно. И тут абсолютно не важно, какой у вас компьютер. Хотите поиграть с друзьями в Rainbow Six Siege? Пожалуйста. Хотите пройти самую требовательную игру 2021 года? Пожалуйста. Хотите запустить танки на своем корыте? Пожалуйста. Для этого сервиса нету пределов и рамок, за которые вы бы не смогли зайти. Работает все очень просто. Заходите на сайт gfn.ru по ссылке, которая будет в описании или в закрепленном комментарии, проходите простейшую регистрацию и вуаля, вы уже в системе. Выбирайте подходящий для вас тип подписки. На месяц, на полгода или даже на целый год. Оплачивайте при помощи любой карты и в принципе все. Можете покорять просторы самого требовательного гейминга во вселенной видеоигр. Ах да, на сайте есть реферальная программа. Вы приглашаете друга и зарабатываете бонусы, за которые потом можете играть и сами. Если честно, то я очень удивлен и безмерно рад, что наконец-то появился не просто удобный сервис, а что немаловажно, качественный. Поэтому быстрее переходите по ссылке в описании. Используйте наш промокод WOTHUB и получайте скидку 10% для новых пользователей сервиса. Ни в коем случае не упустите шанс сыграть в любимую игру. Нам тут подкинули пищу для размышления, и мы решили поделиться с вами.
Суть такая. У большинства танков шанс возгорания двигателя 15%. Модуль, измененная компоновка в первом слоте уменьшает его на 60%. Получается, остается 6. Автоматический огнетушитель дает минус 10%. Это уже 5,4%. А если у мехвода перк чистота и порядок, который дает еще 25% к шансу возгорания, то получается, что двигатель никогда не загорится? Сильное заявление, и сейчас мы его с вами проверим. Берем ИСа 4, снаряжаем его всем вышеперечисленным и выезжаем на Малиновку. В общей сложности мы взяли с собой 5 ИСов и одну бабаху, которая, как вы догадались, у нас в роли поджигателя. Ну что ж, все на позициях, поэтому можно начинать эксперимент. В первом бою нам так и не удалось поджечь ни одного из ИСов. Ну а кто говорил, что будет легко? Но мы не сдаемся и будем повторять до победного. Ребят, по результату 10 боев имеем следующие результаты. Из 4 ни разу не загорелся. Мы уже собирались закругляться, как вдруг случилось это. ИС просто взял и вспыхнул. Это значит, что шанс хоть и маленький, но он не равен нулю. Итог: миф развеян. Огнеупорных танков в нашей игре, как и пуканов, не существует. Интересный факт дня. У перевернутого танка не отлетает башня. Да, согласен, тайну мы вам не открыли. А что если мы немного изменим условия? Допустим, перевернутый танк лежит на другом танке, а не на земле. Оторвется ли башня в такой ситуации? И что случится с нижним танком? Много вопросов, на которые пока нету ответов. Но не переживайте, прямо сейчас мы их с вами найдем. Вылетаем в прекрасный город любви Париж. Берем несколько бачатов и парочку стерв. Ломаем БК французам и опрокидываем на труп ПТшки. Посмотрим, что получится. Воу, башня все же отлетела. Даже корпус слегка подпрыгнул. Согласитесь, что выглядело это круто. Проведем эксперимент повторно, но в этот раз с живым шведом. Так, все на своих местах, поэтому огонь. Ну, особой разницы нету. Башня на пару с корпусом прыгнули вверх, а вот ниже стоящей стерви будто пофиг. Типа взрыва и не было вовсе. И вот как это можно объяснить? Лично я не знаю. Но если у вас есть какое-то мнение на этот счет, то оставляйте его в комментариях под этим роликом. Потому что 3 самых залайканных коммента получают по 1000 голды. Вот эти ребята это могут подтвердить. Врубайте свой креатив и оставляйте комменты, ну а мы переходим к самому интересному эксперименту в этом ролике. Изредка мы любим проверять на прочность различные танки в нашей игре. Например, ИС-2 экранированный, Машина Смерти, Маус и так далее. Все они успешно прошли свои проверки. Но, пожалуй, самая тяжелая проверка – это проверка немецкой махины Яга Е100. Вы просто взгляните на это орудие. Как вы уже могли догадаться, именно 15 ПТшек и будут терзать сегодня новоиспеченный и уникальный в своем роде танк. Для тех, кто не в курсе, рассказываю. ВЗ-111 Квилин продавался на черном рынке за серебро. Минимальный порог ставки, которая зашла, составил 28,5 миллионов серебра, что и делает этот танк автоматически самым дорогим за серебро. Но стоит ли он таких денег? Сейчас мы это с вами и узнаем. Для этого отправляемся на карту Малиновка, где 15 немецких мастодонтов уже заняли свои позиции. Стрелять они будут ББшками с пробитием 290 мм. Давайте посмотрим, что произойдет с Квилином. Воу, он выдержал этот залп. Хоть это и были не голдовые снаряды, но результат в принципе впечатляющий. Проведем еще парочку тестов. На этот раз повышаем планку. Кумысы с пробитием 420 мм. Вот это будет настоящее испытание. Понятное дело, что шансы стремятся к нулю, поэтому мы разрешили нашему ВАЗику двигаться и шевелить башней. Такая своеобразная реконструкция реального боя. В общем, смотрим, что из этого вышло. Увы и ах, но самый дорогой и уникальный танк был стер с лица карты. Как говорится, ну ничего страшного. Можем попробовать проверить его от борта, чтобы окончательно поставить точку в нашем эксперименте. Ставим Яги елочкой, а Квилина паркуем прямо за домом, чтобы было видно только борт. Я думаю, он протанкует все, что в него стрельнут. А чтобы это узнать, давайте прямо сейчас переходить к эксперименту.
Как и ожидалось, Вазик отлично справился с этой задачей. Мы сделали целых 2 залпа, и оба он с легкостью выдержал. Какой можно сделать вывод после проведенных тестов? Танк прикольный. Для коллекционера он обязателен в ангаре. Для любителей обычного Вазика также. Но по сути вы просто покупаете уникальный 3D стиль за 30 лямов серебра. А все для того, чтобы в рандоме вас нещадно фокусили противники, а в частности артиллерия. Стоит ли оно того, решайте уже сами. Но как танк Вазик очень даже хорош. Кстати, это была моя первая десятка на основном аккаунте, которую я прокачал. Пишите в комментариях, какой у вас был первый топовый танк. Мне будет интересно почитать. Ну а на этом видео подошло к концу. Не забывайте оставлять свои крутые комментарии и нажимать на кнопку подписки. Нам совсем чуть-чуть не хватает до 330 тысяч. Может, как раз таки и преодолеем эту отметку. Тем более, что подписавшись на канал, вы автоматически получаете шанс забрать халявные 250 голды. Если, конечно, попадете в этот список счастливчиков, который прямо сейчас у вас на экране. Кому не хватило этого ролика, можете глянуть наш прошлый. Ведь YouTube его нормально так задвинул, и там всего 30 тысяч просмотров. Я уверен, что многие из вас его даже не видели. Этот ролик прямо сейчас появился у вас на экране. Всем огромное спасибо за просмотр. Новые выпуски выйдут совсем скоро. Пока!